Друзья, всем привет! Всех, наверное, достала вот эта ошибочка по лямбдам, по задней лямбде особенно, которая на выхлопе стоит, потом по всяким чекам на RX. Вот у меня сейчас, получается, вылезло датчики детонации, которые связаны от того, что лямбда не работает. В принципе, вылез чек на датчик детонации. Сейчас покажу, короче, как раз и навсегда избавиться от чеков в Lexus RX 300. Такой топовый видосик получается. В общем, погнали. Стоит несколько манипуляций. Первые две манипуляции я уже сделал. Первое, это нужно найти компьютер от Harrier, чтобы это был рестайл с номером 48190. Проблема в том, что сейчас разборщики знают про эту тему и поэтому заряжают, но мне удалось его подешевле урвать. Вторая манипуляция, это ищем обычные вот такие вот два лямбда зонда с номерами 48050 или 48060. Это не широкополосные лямбды. Вот номер сейчас сниму. Получится здесь вот так вот. Где он там, ну короче, видно, да? Вот. А на RX и на хорьках, которые Doriest, стоят вот такие широкополосные лямбда зонды, которые стоят туеву кучу денег. И, короче, с ними постоянные проблемы. Вот мой конкретно тоже, видите, уже чернеть начал. В общем, ему тоже хана. Скоро бы настало. Вот, теперь прикол вот этих лямбд, то что у них фишечки немножко другие, видите? Сейчас вот так вот, если покажу, ровненько поставить. Так, вот так, да, получается? Вот, у них в разные стороны смотрят крепления. Поэтому к херам, короче, спиливаем вот эти вот боковушечки, чтобы это выглядело примерно вот так вот, ровненько. То есть верхний фиксатор оставляем, боковушки все напрочь спиливаем на обоих лямбдах. Ну и погнали. Ставим сначала комп, ставим лямбды и покажу, что еще нужно будет сделать. Там еще есть один такой проблема, то что минус на вот эти лямбды нужно будет отдельно подключить. Ну там в принципе ничего сложного. Из фишки вытаскиваем провод зеленый толстый и черный с белой полоской. Сматываем их вместе и цепляемся к кузову автомобиля. Сейчас тоже это все подробно покажу. Пойдем разбирать бардачок, доставать компьютер родной. Так, ну чтобы родной комп достать, нужно снять бардачок. Он находится за бардачком, так что откручиваем бардак. Здесь два винта под крест, а здесь два болта на 10. Снимаем. Сейчас в данный момент у меня ошибка идет по датчику детонации, вторая башка, и по лямбда зонду, который средний вот этот на выхлопе стоит за катализаторами. Но когда мы поставим вот этот компьютер от хорька, от третьей лямбды можно вообще просто фишку отдернуть и забыть ее, похоронить просто там, потому что именно на хорьках рестайлах было всего два лямбда зонда, а третий лямбда там просто в компе не прописан. Снимается. Здесь аккуратно, фишечка под подушку. Берем и отщелкиваем. Ну, это можно убрать, чтобы не мешалось. Вот он, наш компьютер стоит. Вот такая штука. И рядом комп ABS. Снимаем, значит, компьютер. Сначала снимаем косу. Минус, естественно, аккумулятор мы уже отключили. Здесь ничего не перепутайте. Здесь все как бы по своим местам. То есть воткнуть ни туда не получится. Вытаскиваем все вот это. Вот. Сейчас покажу чуть позже, где эти провода на лямбду идут. Вытащим сначала комп. Так, комп у нас прикручен вот здесь сверху на 10 гайка. И снизу в принципе можно
отвертку открутить и вытащить его, не снимая самих креплений. Сейчас попробуем. Так, ну вот, открутили. Здесь два получается винта и снизу тоже два. Вытаскиваем наш компьютер. Компьютер. Вот и он. 48080. Здесь стоит иммобилайзер. Если вы меняете, получается, этот компьютер на другой какой-то RX-овский, вам нужно перепрошивать мобилайзер, либо перепаивать сам чип иммобилайзера, который здесь, саму схемку. Вот, ну, обычно диагностическим компом, который дилерский, можно перешить. Если хорек ставите, хорьковский комп, там иммобилайзера нету, то, в принципе, тогда ключ не надо переделать. Также, если 190 комп не найдете, можно 0.43 поставить. 48043 на RX от хорька ставится. Там, правда, широкополосные тоже лямбды, но как бы аналог, в принципе, если комп сломан и на RX они дороже компы, чем на хорьки, можно заменить. Вот, мы ставим 190, нам широкополоски не нужны, нам нужно избавиться от чеков. Все, ставим нормальный комп. Ну вот они, два компа, 190 и мой родной. Здесь все одинаково, распиновка тоже, за исключением одного момента по лямбда-зондам, сейчас чуть позже я вам покажу. Нужно минусы посадить на лямбда-зонды, обрезать и на кузов конкинуть. Сейчас все увидите, погнали, короче, устанавливаем сначала. Если смотреть на вот эту фишку, вот она вот так подключена была, то вторая снизу, вот она идет. И здесь есть два провода. Зеленый, вот он, вот этот. И черный с белой полосой. Вот это минуса на лямбду. Мы берем отсюда, вытаскиваем вот эти две фишки, потому что на хорьковском компе эти пины вообще пустые. Вытаскиваем и цепляем их на кузов, где-нибудь там вот здесь, вот на кузов. Покажи сверху. Чтобы минус поймать, короче. На металлическую хрень какую-нибудь. Это будут наши минуса на лямбду. Погнали, сейчас отсюда вытащим, чтобы не резать провод. Прям фишки. И так, сделали вот такую конструкцию. Это для удлинения вот этих двух проводов. Сюда запихали один. Его подключим на металлическую вот сюда вот железку, где комп прикреплен. А вот эти два засунем сюда и обожмем. Получится как-то так. Можно, в принципе, даже не резать косу, если получится. Но их нужно вместе соединить. Это будут минуса. Короче. Оставляем здесь кусочки. Вот так обрезаем. Раз минус. Два минус. Эти заизолируем. Эти цепляем сюда. Вот таким образом. Лучше, конечно, припаять. Но это мы просто сейчас сделаем для проверки. Неудобная хрень, конечно. Примерно вот так это выглядит. То есть два вместе в один провод. И теперь его прикручиваем на массу после того, как комп прикрутим. Главное, чтобы контакты тут все были ровно. Еще раз зажмем хорошо. Так, теперь берем этот компьютер, откручиваем от него кронштейн. Они нам тоже не нужны. Все. Вставляем компьютер на свое место. Закручиваем нижние болты сначала. Да, вот тут подлезть, конечно, к нижним болтам, это пиздец еще. Тот аттракцион. Короче, низ еле попал. Прикрутили. Теперь вверх
закручиваем. Вверх закручиваем вместе вот с этим концом. Вот таким образом. Это наш минус на лямбды. В таком же порядке. Так, сначала давайте открутим переднюю еще лямбду. Теперь сразу меняем лямбды. Кстати, вот эту доточить надо. Не доточено. Все, теперь широкополосные лямбды можно свои либо продать, либо выкинуть. Если они не работали, конечно. Рабочий? Ставим на место. Втыкаем фишку. Вот помощник растет. Наследие канала Руки в Маске. Так, нужно снять вот эту пластмассовую хреновину. Сдергиваем ее. И попытаться залезть под сидуху. Нащупать фишку задней лямбды. Она воткнута. Получается далековато. Ну ладно, попробуем сейчас. В общем, если нет, как-нибудь подлезем и отключим ее. Вот я руку засунул туда. Я держу фишку в руках. Примерно вот в этом положении она. Эта фишка. Там еще карандаши, мелочь и всякая херня лежит. Вот, берем ее. Нажимаем на защелку. И просто подключаем. Не знаю, будет видно. Вот она, фишечка под сиденьем. Я ее просто отсоединил, и просто она там пусть валяется. Все, и похоронили ее там. Забыли вообще просто про заднюю лямбду. Нету ее, не существует. Все, собираем все и заводим. Все, соединяем все фишки обратно. Разъемы. Все на свое место входит. Проблем нет. Последнее. Все. Все, комп установили. Теперь минус. Подключаем и заводим. Смотрим, что получилось. Так. Все завелось. Чек не горит. Так, друзья, еду на новом компьютере от Harrier с двумя лямбдами обычными, не 48011. Возникла одна неприятность. Сейчас пока не знаю, в чем проблема, но будем разбираться. В общем, когда все поставили, завели, машина завелась, все без проблем. Но при нажатии педали акселератора такое ощущение, как будто машина захлебывается. Через какое-то время чек загорелся, начали проверять диагностикой, выдала ошибку 28, самодиагностикой проверяли. Ошибка 28 по передней лямбде, которая возле радиатора стоит. Возможно, я брал бэушные лямбда-зонды, возможно, он не работает. Надо будет проверить, прозвонить, если что, поменять его. Сейчас вот машина, когда нагрелась, проблемы пропали, то есть едет все нормально, разгоняется. Так что будем разбираться. В
целом по остальному овердрайв работает, переключение режимов снег и спорт тоже работает. Как бы расход тоже показывает. Сейчас вот поедем вечером еще, возьмем другую лямбду, перекрутим, посмотрим, в лямбде это дело или нет. В общем, будем разбираться. Все, короче, лямбду заменил, все работает, чека нет. Понаблюдаю еще, что будет. Расход 14,8 показывает, падает. Короче, нормально все. Тема рабочая, можно делать смело. Что, осталось собрать все? В принципе. И готово. Сейчас резюмируем, что мы сделали. Так, ну все, закончили. Убираем. Это все не нужно. Это все не нужно. В итоге, что мы получили? Избавились от лишних чеков, избавились от задней лямбды. Расход упал чуть-чуть. Машина работает ровнее. Что еще? Расход. Посмотрим еще, в общем, потестируем, поездим на этом компе. Все работает, и получается круиз работает, и овердрайв работает, ничего как бы не отключилось. Как-то так. И, кстати, датчики детонации, которые у меня показывали, сейчас чека нет, ошибки. 4-я передача есть. Не знаю, в чем причина. Скорее всего, может быть, от лямбды, от широкополосной было. Ну, на старом компе лямбда. Мозг парила, из-за этого датчик детонации говорил. В общем, покатаемся, посмотрим еще. Где-то через недельку, через другую отчет выложу, скажем так. Вот, все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.